Привет! Я продолжаю говорить о японской философии. В данный период возник целый ряд новых буддийских школ, большинство из которых были основаны монахами, придерживающимися традиции Тендай, Тендайсю, Шу. Они впервые обратились не только к знати, но и ко всему простому народу. С помощью новых представлений философской антропологии было предложено спасение еще в земной жизни, что возможно спасение в эпоху, определяемую стихийными бедствиями и войнами. Наиболее значительные из этих школ можно отнести к амидаизму, к школе чистой земли и дзен-буддизму. На сегодняшний день они остаются одними из самых влиятельных буддийских школ в Японии. Не только в дзен-буддизме особенно подчеркивается склонность страдающих существ к просветлению своими собственными силами. Это именуется дзирики. В общем, это японский буддийский термин, обозначающий самосилу, способность достичь освобождения или просветления собственными усилиями. В основе учения школы чистой земли лежит вера в спасительную силу Будды Амитабхи, некогда поклявшегося даровать рождение своей чистой земле, Сукхавати, западный рай, всякому верующему в него и призывающему его имя. Школа чистой земли содержит логически аргументированное ядро, призванное обосновать обращение к вере. Данная школа подвергла критике традиционную концепцию буддийской практики, согласно которой просветление достигается путем осознанного занятия буддийскими дисциплинами. Было установлено новое понимание веры. В общем, последователи этой школы подчеркивают, что освобождение от сансары достигается не собственными силами, а благодаря спасительной силе другого Будды Амитабхи. Необходимость опоры на силы Будды Амитабхи объясняется последователями этой школы, исходя из принципа угасания способностей существ в эпоху конца учения, когда люди уже не способны понимать сложности буддийской философии, заниматься изощренной техникой йоги, поэтому им остается лишь возложить все свои надежды на спасительную силу сострадания Амитабхи. В отличие от школы чистой земли, мастер Дзен Доген, который основал школу Сото Сю Шу в Японии, придерживался позитивной ориентации на буддийскую практику. Однако это не средство для достижения цели, а это уже и есть цель. Практика способна позволить каждому принять участие в уже существующем, но еще не проявленном просветлении, поскольку эго в состоянии неконтролируемого отсутствия ума, мышления не способно определить перспективу опыта, возможно непосредственное понимание истинной сущности вещей, феноменальной реальности, поскольку в этом состоянии эго по сути отсутствует. Оно, согласно Догену, идентично состоянию просветления. Перенося эту медитативно переживаемую практику отсутствия мышления, ума и, следовательно, предопределенного значения в реальность повседневной жизни, можно также дать возможность разорвать круг самоутверждающихся предрассудков эго и осознать истинную относительную адекватность значения опыта в постоянном изменении контекстов реальности. Понять, что такое постоянное просветление, возможно даже за пределами медитации дзадзен. Дзадзен – сидячая медитация, медитативная практика, являющаяся основополагающей в буддизме дзен. В отличие от традиционной буддийской медитации, целью которой является достижение сатори, внутреннее персональное переживание опыта постижения истинной природы через достижение состояния одной мысли. Первой основной задачей дзадзен считается успокоение тела и проникновенное понимание феноменов существования. Только с годами практики сидячая медитация может привести к состоянию отсутствия ума, пробуждения и реализации природы Будды практикующего. Дзен-буддизм часто отвергает философские размышления, однако в дзен-буддизме присутствует такое явление, как коан.
Это короткое повествование, вопрос, диалог, обычно не имеющий логической подоплеки, зачастую содержащие логизмы и парадоксы, доступные скорее интуитивному пониманию. Цель Каана – придать определенный психологический импульс ученику для возможности достижения просветления или понимания сути учения. Европейским аналогом может служить христианская притча, но Каан ни в коем случае не следует переводить или понимать так, поскольку ни мораль, ни религия почти никогда не имеют отношения к сути любого отдельно взятого Каана.